Друзья, всем привет! В предыдущих роликах я рассказывал о том, как мы своими руками собрали кухню и вместительный шкаф. Так вот, когда мы заказывали раскрой материала для тех проектов, то у нас осталось приличное количество ДСП и ХДФ. Этот материал мы сначала пустили на пенал для кухни, и о нем я расскажу как-нибудь в одном из следующих роликов. Но когда и после этого у нас остались обрезки, то из них мы решили сделать две тумбы. Одну большую под телевизор, вторую поменьше, в прихожую. И в этом ролике я расскажу о том, как происходил процесс сборки и какие я совершил при этом ошибки. Ссылки на инструмент, который я использую, будут в описании. Итак, я начинаю сборку большой тумбы. Чтобы обеспечить прилегание деталей друг к другу строго под прямым углом, я применяю угловые струбцины. Отверстие под конфирмат я сверлю трехходовым сверлом. Оно делает отверстие двух диаметров под резьбовую и нерезьбовую части конфирмата, а также снимает фаску под головку винта. Кстати, сейчас я прикручиваю дно тумбы, и этих винтов не будет видно. А это будет крышка. Ее я буду крепить с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов. Кстати, у меня два типа эксцентриковых стяжек. Одни прикручиваются через пластиковые втулки. И на крайних стойках я побоялся такие использовать, подумал, что ДСП может отколоться. Поэтому здесь я использую стяжки, которые вкручиваются непосредственно в ДСП. Если честно, мне такое соединение не нравится. Слишком уж много с ним мороки, и оно требует высокой точности, чего сложно добиться в домашних условиях. И если бы нам снова пришлось проектировать такую тумбу, то я бы внес изменения в проект. В верхней части корпуса я бы использовал царги, а уже через них я прикрутил бы крышку обычными шурупами. В общем, по типу кухонного модуля. Отметил изолентой глубину сверления, чтобы не просверлить эту часть насквозь. Внутренние стойки я также крепил крышки с помощью эксцентриковых стяжек. Тут они как раз другого типа, те, что вкручиваются в пластиковые втулки. И вот здесь я поленился и не установил шканты. Это было моей ошибкой, ведь внутренние стойки из-за этого немного сместились. А само соединение оказалось не таким прочным, каким должно быть.
Ножки и основание тумбы мы решили делать из неокрашенной древесины. На ножке пошел брус 40 на 40, а на основание рейка 20 на 40. Ножки я прикручиваю с помощью обычного конфирмата прямо через дно тумбы. Получилось достаточно прочно. А вот основание я креплю уже через металлические уголки. Благодаря такой конструкции дно тумбы приобрело необходимую жесткость, и теперь оно не будет прогибаться посередине. Кстати, в средней части тумбы у нас запланированы выдвижные ящики. Собирать их совсем несложно, справится любой. Для ящиков мы выбирали направляющие полного выдвижения. Конечно, их удобнее крепить не так, как это делаю я. Лучше заранее вычислить место, где они будут размещаться на стойках, и прикрутить их еще до сборки каркаса. А вот здесь вы можете видеть результат ошибки при проектировании. Нижний ящик практически не имеет зазоров с дном тумбы и ящиком выше. Этого можно было избежать, если бы я не торопил жену с проектированием этой тумбы. Уверен, что будь у нее больше времени, то такого не произошло бы. Справа и слева от ящиков, как вы уже, наверное, поняли, будут дверцы. Как устанавливать мебельные петли, я уже рассказывал в одном из своих роликов. И, разумеется, отделение за дверцами следует поделить. Я установлю в каждой из них по 2 полки. Полки буду крепить с помощью вот таких стяжек, их еще называют рафиксами. И на мой непрофессиональный взгляд, это лучший способ для крепления полок в корпусной мебели. Не так много манипуляций с их монтажом, но при этом они обеспечивают достаточно прочное соединение. Итак, тумба почти готова. Осталось закрепить заднюю стенку, это придаст тумбе жесткости. И по аналогии с первой я собрал вторую тумбу, поменьше и без выдвижных ящиков. Что скажете, друзья? Как вам такая мебель из обрезков материала? Пишите свое мнение в комментариях. Ну а если ролик вам понравился, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на канал. Всем добра и творческих успехов. До новых встреч!